Я собираюсь показать вам, как можно есть продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, картофель и рис, без резкого скачка уровня сахара в крови. Итак, давайте посмотрим, как можно снизить скачки уровня сахара в крови с помощью резистентного крахмала. В вашем рационе есть три основных типа пищи — углеводы, жиры и белки. Тип продуктов, которые повышают уровень сахара в крови, то есть уровень глюкозы в крови. Больше всего — это углеводы. Углеводные продукты включают картофель, рис, фасоль, хлеб, кукурузу, бананы, манго, сахар и многое другое. Картофель, рис, макароны и хлеб содержат крахмал. Крахмал — это углевод, состоящий из глюкозы, уложенной в виде нитки бус или жемчужин, соединенных друг с другом. Например, когда вы едите картофель, он попадает в желудок, и ваше тело начинает расщеплять эту большую молекулу крахмала, чтобы высвободить глюкозу. Эта глюкоза затем попадает в вашу кровь и повышает уровень глюкозы, то есть уровень сахара в крови. Когда вы думаете об уровне сахара в крови, существует два основных типа крахмала — обычный крахмал и резистентный крахмал. Самое замечательное в резистентном крахмале — это то, что он не высвобождает глюкозу таким же образом, как обычный крахмал. Вместо этого он остается в кишечнике и ведет себя как клетчатка, питая полезные бактерии. К продуктам, содержащим много резистентного крахмала, относятся батат — зеленые бананы, фасоль, горох и тигровые орехи. Однако, если вы нагреете эти продукты, резистентный крахмал в них разрушится и превратится в обычный крахмал, который повышает уровень сахара в крови. Но после приготовления картофеля, риса, макарон и других крахмалистых продуктов в воде происходит нечто интересное. Если вы охладите эти продукты в холодильнике на ночь, часть обычного крахмала, который повышает уровень сахара в крови, превратится в резистентный крахмал. А затем, если вы нагреете эти продукты и снова охладите их, вы получите еще больше резистентного крахмала. И что самое замечательное, повторное нагревание не разрушает этот тип крахмала. Тот же эффект можно получить и с хлебом, если заморозить его, а затем разморозить перед употреблением. Используя этот метод, можно снизить повышение уровня сахара в крови до 40%. Еще одна замечательная особенность употребления резистентного крахмала заключается в том, что со временем он делает организм более чувствительным к инсулину. Это означает, что после еды уровень сахара в крови не будет повышаться так сильно, как раньше. Таким образом, вы можете использовать процесс нагревания и охлаждения, чтобы сделать крахмалистые продукты менее влияющими на уровень сахара в крови. И у меня есть для вас еще один совет. Когда вы готовите рис, добавление кокосового масла во время варки, а затем охлаждение его в холодильнике на ночь может еще больше увеличить количество резистентного крахмала. Кроме того, есть три напитка, которые могут остановить повышение уровня сахара в крови после употребления крахмалистой пищи. Два из них я рекомендую, а третий — нет, но все же упомяну его. Пить — это сок лимона или лайма. Любой из них подойдет, но, конечно, лучше употреблять свежий сок из-за витамина С и антиоксидантов. Однако главное, что вам действительно нужно, это кислота. В нашей слюне есть фермент, называемый слюнной амилазой, который расщепляет крахмал на более мелкие единицы, в конечном итоге превращающиеся в глюкозу. Когда вы принимаете кислоту вместе с крахмалом, она останавливает работу амилазы, из-за чего крахмал не расщепляется, а глюкоза не поступает в кровь. Еще одно действие кислоты — замедление скорости опорожнения желудка, что означает, что вы дольше чувствуете себя сытым и у вас меньше шансов на перекус. Таким образом, процесс пищеварения замедляется, и даже когда глюкоза в конечном итоге попадает в кровь, ее уровень повышается медленнее. Второе, что можно пить, это уксус. Наверняка вы слышали о яблочном уксусе, сыром и нефильтрованном. Однако на самом деле это не так важно. Подойдет любой вид уксуса. Это значит, что можно использовать белый уксус, яблочный, рисовый или любой другой, но главное, чтобы в нем не было добавленного сахара. Уксус действует почти так же, как лимонный или лаймовый сок. Он влияет на мышцы, помогая им впитывать сахар из крови. Кроме того, яблочный уксус содержит антиоксиданты и полифенолы из яблок, используемых для его изготовления. А если он сырой и нефильтрованный, то содержит уксусную матку, которая действует как пробиотик
и может быть полезно для кишечника. Еще один напиток, который можно пить, это вино. Да, вино немного кислое, но у него есть и другие способы снижения уровня сахара в крови. Когда вы не едите, ваша печень расщепляет накопленные углеводы, чтобы получить глюкозу. Она также может производить глюкозу из белков и жиров, чтобы уровень сахара в крови не падал ниже определенного уровня. Однако, когда вы пьете алкоголь, печень отдает ему приоритет над всем остальным. Это значит, что сначала она расщепляет алкоголь, и пока этот процесс идет, она не может вырабатывать глюкозу из гликогена, белков и жиров. В результате уровень сахара в крови продолжает снижаться и падать. Если бы мне пришлось расположить эти три напитка от худшего к лучшему, в самом конце списка оказалось бы вино. Да, оно действительно снижает уровень сахара в крови, но делает это очень непредсказуемо. А если вы принимаете лекарства, снижающие сахар, сочетать их с алкоголем не рекомендуется. Другая проблема заключается в том, что у людей с диабетом часто уже есть ожирение печени. Употребление алкоголя, который также оказывает нагрузку на печень, создает двойную проблему. На втором месте в нашем рейтинге находится лимонный или лаймовый сок, благодаря содержащимся в нем витамину С и антиоксидантам, особенно если это свежевыжатый сок. А на первом месте — уксус, особенно яблочный, потому что он не только снижает уровень сахара в крови, но и повышает чувствительность мышц к инсулину, а также может помочь при проблемах с кишечником. Итак, чтобы снизить повышение уровня сахара в крови, которое может возникнуть при употреблении крахмалистых продуктов, важно знать, что можно сделать перед едой, во время еды и после нее. Что делать перед едой? Есть несколько вариантов. Выпить 2 столовые ложки сока лимона, лайма или уксуса, разведенные в полстакана воды. Принять добавки с клетчаткой, такие как корень конжака или подорожник, запивая их большим количеством воды. Принять 5 граммов порошка пажитника или 500 миллиграммов добавки пажитника. Съесть большую тарелку овощей, особенно листовой зелени. Чтобы добиться максимального эффекта снижения уровня сахара в крови, эти рекомендации следует выполнять минимум за 30 минут до еды. Это особенно полезно, если вы отправляетесь на мероприятие, где не уверены в наличии здоровой пищи. Что делать во время еды? Чтобы уровень сахара в крови не подскочил слишком высоко. Никогда не ешьте углеводы отдельно. Сочетайте их с белками — мясо, рыба, яйца, жирами или клетчаткой, овощи, зелень. Лучше всего комбинировать все три элемента. Например, если вы едите бутерброд с яйцом, то в яйце уже есть белок и жир, что снижает резкий скачок сахара. Если едите рис, добавьте к нему фасоль, так как она содержит клетчатку и немного белка. К картофелю можно добавить сливочное или топленое масло, которое замедлит усвоение крахмала. Йогурт с орехами, семенами и ягодами обеспечит клетчатку, белок и жир, снижая скачки сахара. Если готовите закуску перед основным блюдом, выбирайте овощи, а не хлеб. На тарелке первым делом съедайте продукты с наибольшим содержанием клетчатки, обычно это овощи. Затем белки и жиры, мясо, рыбу, курицу, и только потом крахмалистые продукты. Иногда сложно разделять пищу по порядку, например, если вы едите спагетти болоньезе. В таких случаях просто ешьте все вместе. Это тоже нормально. Кроме того, если вам не нравится пить уксус с водой, добавляйте его в блюдо. В заправки для овощей и салатов. В маринады и соленые огурцы. В рис, как это делают японцы, или картофель, как британцы с их рыбой и жареным картофелем. Почему важно контролировать скачки сахара? Основная функция глюкозы из углеводов — поступать в клетки, чтобы они могли использовать ее для энергии. Однако, если скачки сахара происходят часто, клетки со временем начинают перегружаться, а лишний сахар просто накапливается. Представьте, что вы отправляетесь в путешествие с полным баком бензина. Вы проедете гораздо дальше, чем тот, у кого бак наполовину пуст. Также и с клетками, если они уже заполнены глюкозой, новая порция просто оседает в организме, замедляя обмен веществ. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы снижать уровень сахара в крови. Однако к тому моменту, когда человек обнаруживает, что у него повышенный сахар, он уже может потерять до половины клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина.